Привет-привет! Предлагаю на время забыть о суете и переместиться в несравненную Швейцарию. Познакомимся с местами, о которых знает далеко не каждый турист. Прокатимся на одном из самых инстаграмных фуникулеров. На моем примере научимся, как не нужно спускаться с горы. Запасайтесь вкусняшками, и мы начинаем наше путешествие. Но обо всем по порядку, и поэтому начнем из городка Ленг. Поздоровайтесь с местной охраной. Здравствуйте. В этот раз мы начнем с конца, поскольку этот ручей-водопад берет свое начало в той точке, куда мы отправляемся. И на протяжении всего пути нас будет сопровождать именно он. Я хотела перейти на другой берег, но сильные потоки ручья решили иначе. А вымокнуть в самом начале не то, чтобы было моей целью. Пойдемте уже наверх. Выглядит, что дорога несложная. Я бы сказала, что для новичков, как мы, самое то. Но тут важно не увлечься и не пройти мощнейший водопад на этом пути, поскольку он немного спрятан за раскидистыми кустами и деревьями. Но и на этом не все. Если вы легкий человек, не забудьте подложить камушки в карман, поскольку промочь была совсем не шутка. Он буквально сносит. Ну да, и дождевик будет не лишним, как вы можете видеть по камере. Продолжаем наш путь, и на этом этапе уже часть вашей команды вполне могла сдаться, но только не наша. Ну, почти. Но с такими видами невозможно не продолжить свой путь. А идти нам куда-то туда, да. И мы уже на финишной прямой, хотя нашей точки назначения пока и не видно. Но дорога действительно оказалась простой. Если бы не грязь и чьи-то жалобы, вообще бы пролетели, особенно с такими видами. А вот откуда доносились звуки колокольчиков. Знакомьтесь, швейцарские милки в своей естественной среде. Привет! А вот и наше место назначения – водопад Зибенбрюнен. В переводе означает «семь источников». И назван он так потому, неожиданно, что источник питает 7 отдельных ручьев. А свое начало водопад берет из ледника. Да-да, на этих шикарных горах находится ледник. Сложно вообразить масштабы, когда он недоступен взору. Зато мы можем насладиться этим чудеснейшим водопадом. Кстати, сегодня здесь нет никого, кроме нас и милок. Еще здесь есть ресторан, но почему-то сегодня он не работает. Отправляемся дальше. А теперь предлагаю отправиться в совершенно непохожее место. Но сначала нужно его найти. Оставляем машину на съезде у дороги и преодолеваем небольшой и, как и во всей Швейцарии, очаровательный лес.
Простыми путями тут и не пахнет. И мы вышли в чей-то двор. А дальше следуем по указателям и пробуем не заблудиться. Хоть и с переменным успехом, но мы справились. Добро пожаловать в Холериншлюхт! Всем, кто боится не супер прочных конструкций, просьба подготовить свои нервишки. Они вам еще понадобятся. Уважаемые дамы и господа, предлагаю вместе с нами окунуться в атмосферу этого удивительного 100-метрового ущелья. Вашему вниманию будут предложены захватывающий дух виды на водные потоки и скалы. Путешествие проходит на высоте 1200 метров над уровнем моря. Максимальный подъем составит 1300 метров. Желаю вам приятной прогулки! Не одна ведь я вижу, что конструкция слегка кривовата. Здесь нужна большая табличка напоминания: за вашу безопасность ответственность никто не несет. Вход сюда бесплатный, но в конце пути есть ящик, где можно поблагодарить и оставить денежку на поддержание этого проекта. А мы отправляемся к одному из самых популярных мест. Если вам попадались видео из Швейцарии, вы, вероятнее всего, его видели. И чтобы к нему попасть, нужно преодолеть подвесной мост. Для меня это было еще то испытание. Хотя скажу так, первые раза 4 я еще боялась, раз на 5 могла уже его перебежать. А вот и он, один из самых знаменитых фуникулеров. Давайте его дождемся, и тогда расскажу, почему. А лучше даже покажу. Гельмербан считается самым крутым открытым фуникулером, а был просто самым крутым до того, как в 2017 году открыли фуникулер Стус, на котором мы прокатимся в следующем выпуске. Так вот, максимальный угол наклона составляет 106 градусов, и думаю, что он начинается где-то здесь. Благодаря этому с него открывается неповторимый вид на шикарнейшие швейцарские горы. Первоначально фуникулер был построен еще в 1926 году. Представляете, насколько давно? Ему почти 100 лет. Хотя он так скрипит, что я охотно верю. И тогда он использовался для строительства водохранилища Гельмерзея, которым он, кстати, нас и поднимает. А вот для общественности он был открыт только в 2001 году.
Для меня ни один закрытый фуникулер по ощущениям не сравнится с Гельмербаном. Это факт. А вот и то водохранилище, ради которого и был построен Гельмербан. Немного фактов. Это гидроэлектрический резервуар. Озеро находится на высоте 1850 метров над уровнем моря, а максимальная его глубина, знаете какая? 48 метров. А так вроде и не скажешь. Мы были здесь в начале сентября, и скажу точно, что здесь не жарко. Поэтому взять что-нибудь теплое или хотя бы шапку лишним не будет. А я еще внизу мороженое ела. На обратном пути мы решили побыть хайкерами, или как их там, и спуститься пешком. И мой совет: смотрите под ноги, не будьте как я. Ну а я отделалась легким испугом и поломанным ногтем. Зато как внимательно и осторожно спускалась потом. Спуск точно не из легких. Когда мы это поняли, возвращаться было уже поздно. Поэтому в плохую погоду даже не советую сюда совать нос. Вы и сами видите, насколько здесь бывают узкие места. А права на ошибку нет, поскольку на котов мы тоже не очень похожи. Но эти виды определенно стоят того. Кстати, чтобы понимать, что вас ждет, лучше подготовиться и найти приложение или карты для хайкинга. На этом спуске нам встретился уже более опытный путешественник и поделился с нами приложением для построения и поисков маршрутов. Поэтому ссылку оставлю в описании для тех, кто тоже планирует побродить по горам. Спустя часа полтора, может 2, мы спустились целыми и невредимыми. А значит, увидимся в следующем видео. Спасибо вам большое за просмотр. Путешествуйте и получайте от жизни максимальное удовольствие. До встречи. Пока-пока.